Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня в кадре моя постоянная рубрика «Педикюр». Здесь на стопах мы видим гиперкератоз. Он представляет собой ороговение и значительное утолщение эпидермиса, то есть верхнего слоя кожи. Это приводит к сухости и к огрубению кожи. На таких ножках мы часто можем встретить трещины, даже с кровотечениями, различные воспалительные процессы, отеки, а также могут развиваться мозолистые образования. Пальчики у моей модели здесь тоже особенные, вернее ногтевая пластина. Здесь очень высокая арка, боковые валики наплывают на ноготочек, и за счет этого увеличивается риск врастания ногтей. Таким ногтям вообще противопоказано покрытие гель-лаком зимой. Поэтому мы снимаем гель-лак, переходим уже на осенне-зимний период в закрытую обувь, полностью снимаю гель-лаковое покрытие, убираю длину. Пушером слегка отодвигаю кутикулу, вычищаю кое-где птериги, тоже лопаточкой пушера. А дальше буду работать фрезой почка 0,5 диаметра. Почкой тоже можно зашлифовать ногтевую пластину, слегка ненадавливающими движениями пройтись по поверхности. Теперь буду дорабатывать пламенем. Работаю на 15-17 тысячах оборотов. На форварде обрабатываю левую сторону, на реверсе правую. Теперь буду обрабатывать стопы. Буду делать аппаратную обработку на сухую. Слева у меня диск L, это самый большой диск, а справа диск M, это средний. Сегодня воспользуюсь для первичной обработки диском L. Приклеиваю файл на 100 грид, включаю аппарат на 14-15 тысяч оборотов на форвард и приступаю к работе. Очень хорошо этот диск, самый большой, подходит для первичной обработки. Единственный минус – летит много пыли. И пылесос мой его, к сожалению, не затягивает. Диск L слишком большой по площади, а пылесос находится в ручке аппарата. То есть немножко не достает мой пылесос. Работаю файлом на 100 грид на самых огрубевших участках кожи. Там, где кератоз незначительный или совсем кожа гладкая, грубым файлом в таких зонах работать не нужно. Теперь меняю файл на 180 грид и приступаю к шлифовке кожи.
Прохожусь опять по тем же самым местам, и можно еще пройтись по своду стопы. Модель у меня сегодня с очень сухой кожей. Кое-где есть трещины, но они не глубокие, поэтому я их зашлифовываю диском и оставляю в таком состоянии. Таким ножкам обязательно показан ежедневный домашний уход. Это питательный крем с заживляющими свойствами, который нужно наносить каждый день после душа перед сном. Теперь меняю файл на полировочный, это 240 грит или 320, в моем случае это 240, и продолжаю работу. Полировка – это самый быстрый этап, достаточно пройтись 1-2 раза на высокой скорости. При полировке я работаю на форварде на 20 тысячах оборотов. Теперь приступаю к обработке пальчиков. Смочила хорошо все пальцы мыльной водой и приступаю к обработке. Вычищаю птериги, подногтевые валики вычищаю кюреткой. Здесь всегда скапливается много кожи, появляются подногтевые мозольки, и кюретка со всем этим очень прекрасно справляется. Если кожа высыхает, смачиваю ее еще раз водичкой, вытираю полотенцем и работаю дальше. Теперь срезаю кутикулу и дорабатываю накожницами. Аналогично обрабатываю все пальчики. Следующим этапом силикон-карбидной фрезой шлифую кожу вокруг ногтей, а также сам ноготь.
Обработка пальчиков и стопы окончена. Смачиваю все мыльной водой, вытираю насухо полотенцем. И дальше будем смотреть, что же у нас получилось. Единственное, перед покрытием еще хочу поставить тампонаду. Отрезаю кусочек каполина и аккуратно его устанавливаю между ногтем и кожей. Дело в том, что моя модель дома самостоятельно вырезала внутренние углы на больших пальцах, и получается, что края ногтей не выведены наружу, как это должно быть, чтобы ногти не врастали, а глубоко расположены в боковом валике. Поэтому устанавливаю тампонаду из каполина, и клиентка может спокойно до следующего педикюра с ней ходить. Тампонада установлена, ничего нигде не давит, ничего нигде не видно. Теперь приступаю к покрытию. Сначала покрываю ногтевую пластину основой. Это базовый лак, чтобы ногти не желтели от пигмента. Теперь покрываю 2 слоя лака. С лаковым покрытием нужно работать быстро. Я уже за лето это забыла. Честно говоря, не могу сказать, что я идеально это делаю, но я думаю, за зиму наловчусь. Теперь покрываю вторым слоем. И в конце покрываю сушкой. Взяла себе сушку закрепителя торговой марки Naomi. Час мы делали маникюр, а потом я решила снять конечное видео с покрытием. И вот что я увидела. Лак сморщился, скукожился. Как вы думаете, от чего это произошло? Скорее всего, я нанесла толстый слой лака и ни капельки его не просушила. То есть перед тем, как покрывать закрепителем, нужно, чтобы лак немножечко просох. А пока я все это рассказываю, вы посмотрели, какими ножки у нас были до и что у нас получилось в итоге. Если вам был полезен сегодняшний сюжет, ставьте лайк, пишите комментарии, мне будет приятно. А я всем желаю хорошего вечера и до новых встреч. Пока-пока!